В этом видео я буду пробовать уличную еду Кореи. Сочную, яркую, оригинальную и невероятно вкусную. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее, давайте начинать. И первым делом давайте попробуем знаменитые корейские сырные монетки. Монетки эти называются «10 вон пан», что дословно переводится как 10 вон хлеб. Ну, короче, вы поняли. И здесь обычно всегда очередь. Посмотрю, быстро разбежалась. 안녕하세요. 한 개 주세요. 감사합니다. Пахнет вкусно. О, сколько сыра! Друзья, это очень вкусно, очень сырно, очень сливочно. И знаете, сама вафелька напоминает по вкусу знаменитые рыбки пунапан. Разница лишь только в том, что здесь очень много сыра, здесь реально очень его много, он прям не кончается. Но они сюда еще добавляют какой-то крем. И я так подозреваю, он сделан на основе сгущенного молока, потому что по вкусу это очень сильно его напоминает. Не имейте в виду, это очень сытная штучка, поэтому... Ну, такой, как я, наверное, с одной такой не наестся. Но если вы девушка, то, возможно, съев одну такую монетку, все ваши приключения с уличной едой в этот день закончатся. Они очень сытные. Начали отлично со сладенького, но время попробовать знаменитого корейского сырного лобстера. Очень вкусно, но слишком дорого. Друзья, я несколько раз в своей жизни ел лобстера и знаю, какие они на вкус, и мне они очень нравятся. И если вы любите крабов, креветок, раков, то вам тоже понравится. Но немножко неудобно есть, если вы не хорошо орудуете палочками, то вам будет немножко проблемно выдергивать это мясо. Плюс ко всему, все-таки, на мой взгляд, сыр здесь лишний. Потому что если бы они просто мне его зажарили, полили бы соусом, и вот они еще добавляют там лимонный сок, было бы вкуснее, потому что в этом и есть суть лобстера. Здесь немножко сыр немножко перекрывает этот вкус. И в целом это очень вкусно, но это очень дорого. Я за это заплатил 20 тысяч вон, это почти 1500 рублей. И на мой взгляд оно того не стоит. Когда купил, ожидал какой-то сверхъестественный вкус, но это просто обычный морепродукт. Да, он вкусный, да, он сочный, он не жесткий, он прям хорошо приготовлен. Но, на мой взгляд, лучше за такие деньги сходить в ресторан, какой-нибудь Шиктан, и на 20 тысяч вон вы сможете вдвоем очень вкусно и плотно пообедать. Поэтому дважды подумайте. Если у вас, конечно, есть лишние деньги, я советую попробовать. Но если вы в режиме экономии или просто не хотите зря потратиться, то лучше сходите в ресторан, чем съешьте вот этот один хвостик. И следующее, что мы попробуем, это знаменитая торнадо картошка. Пойдемте. О, 감사합니다. Друзья, вы только посмотрите на эту прелесть. Вроде ничего особенного, просто картошка, нарезанная спиралью на палочке и обжаренная во фритюре, но тем не менее это вызывает аппетит. И еще мне ее продавец посыпал, обвалял точнее в такой посыпке. Я так понял, это сладкий лук. Пахнет обалденно. В общем, давайте пробовать. Блин, друзья, это вкусно, солененькое, но при этом здесь есть сладость от вот этой вот посыпки. Она хрустит, это как чипсы, только на палочке. В общем, мне очень нравится. Эта штука очень сильно распиарена среди корейского стритфуда, но она не просто так распиарена, это действительно вкусно. А знаете, как такую картошку приготовить дома? Давайте покажу. Для этого вам понадобится специальный нож улитка. Я его себе заказал на Wildberries.
Ссылочку на него я оставлю в описании под роликом. Берем стальную шпажку, что идет в комплекте, насаживаем сначала режущий элемент, а следом и сам картофель. Старайтесь нанизить картофель так, чтобы шпажка прошла ровно посередине. Теперь берем ручку плододержатель и втыкаем ее в картошку. Таким образом мы ее фиксируем, чтобы она не болталась. Теперь аккуратно ножом нарезаем картофель спиралью. Делается это очень легко, простыми движениями, без особых прям усилий. Крутим так, пока не дойдем до конца. Теперь снимаем ручку плододержатель, растягиваем картофельную спираль и закрепляем на конце шпажки. С одной большой картофелины может выйти даже сразу две шпажки. Посмотрите, как красиво это выглядит. Все, что теперь нам осталось, это обжарить картофель в масле, либо запечь в духовке. Посыпать любимыми специями и все, готово. Обязательно попробуйте, уверен, вам понравится. Ссылочку на нож я оставлю в описании. Готовьте красиво. Единственное, друзья, вам надо запомнить, что как только вы ее купите, вам надо сразу ее начинать есть, пока она горячая и пока она хрустящая. Потому что со временем она начинает, я не знаю, размокать или что, но она уже теряет хруст, но при этом все равно остается вкусная. В общем, это я рекомендую. 안녕하세요. Спайси. Конечно же, спайси, да, друзья? О, 감사합니다. Оно как будто живое, все шевелится. Вот эта вот стружка. Пахнет копченой рыбкой, знаете, которую вот берут в баню под пивко. Друзья, такаяки это именно японское блюдо, но оно очень популярно в Корее. Особенность этих шариков в том, что внутри всегда лежит осьминог. И они бывают острые, не острые и посыпают вот этой вот стружкой. Как я понял, это стружка тунца, стружка от копченого тунца. Секси. Горячо. Блин, очень вкусно. Друзья, это очень нежно. Внутри, как я и говорил, осьминог. Сверху полито острым соусом и майонезом. Ну и, конечно же, вот эта вот копченая стружка очень дает много вкуса. Я не понимаю, почему я раньше это не попробовал, но это прям офигенно. А знаете, что я сейчас понял? Что майонез-то здесь непростой. Он идет с васаби. И это прям отличное сочетание. Не знаю, почему раньше проходил мимо всегда такаяки, но вам советую не проходить и обязательно попробовать. Я не знаю, какие такаяки в Японии, а вот когда-нибудь я побываю в Японии и попробую уже непосредственно в этой стране, где их и придумали. Но в Корее они очень вкусные. Корейские пельмени, или как их в Азии называют, дамплинги, а в Корее манду. Вы, кстати, постоянно шутите на этот счет, можете пошутить еще раз в комментариях. В общем, это тоже является неотъемлемой частью корейского стритфуда. И я, так как очень люблю пельмени, думаю, вы тоже, не могу пройти мимо манду. 안녕하세요. 감사합니다. Тут есть соус. Друзья, за 5000 вон я взял 3 большие пельмешки. Они там бывают с разными начинками. Есть с начинкой курицы, есть просто кимчи, есть кимчи со свининой. Вот я взял 3-й, естественно. Также можно полить соевым соусом. И еще там есть редька маринованная танмуджи. И мне кажется, это прекрасно. Давайте пробовать. Выглядят и пахнут просто невероятно. А еще мне нравится, что они зажаренные. Все, что жареное, вы знаете, оно вкуснее. О, горячая. Здесь очень много начинки. Она сочная. Несмотря на то, что даже мне его разрезали, этот пельмень, он все равно остался сочным. Тут очень много овощей внутри. Я не первый раз пробую дамплинги здесь, но вот именно в таком варианте, жареном, и именно со свининой и кимчи, пробую впервые. Мне очень нравится. Мне кажется, это теперь мое любимое сочетание. Закусим редькой.
Редька прекрасна. Она прекрасно сделана, и она прекрасно заходит к этим пельмешкам. Я за эту порцию из 3 больших дамплингов отдал 5000 вон. И знаете, это немножко дороговато, потому что в каком-нибудь щектане, который именно специализируется на манду, вы отдадите за такую порцию 3000 вон. На мой взгляд, дороговато. А если вы пойдете на какой-нибудь рынок, овощной, продовольственный, здешний, вы найдете, возможно, даже еще дешевле. Но в любом случае, я рекомендую попробовать, если вы находитесь на Мьондоне, так как это большое туристическое и популярное место, здесь все немного с завышенным ценником. Я все равно рекомендую попробовать. Это вкусно. Сразу скажу, что здесь вот такая вот пословица, что пельмени, они и в Африке пельмени, она здесь не работает. Они реально очень сильно отличаются. Здесь немного другое тесто, здесь другая начинка. На мой взгляд, она сочнее, она вкуснее, более насыщенная, более разнообразная. Поэтому не стоит недооценивать эти дамплинги. Мы уже попробовали много всего, я уже чувствую, как наедаюсь, но надо попробовать что-то необычное. Что-то, что вы можете поесть только в Корее, и это куриные острые лапки такпай. Спасибо! Your Russian is very good. Moskova? No, Khabarovsk. It's very near with Vladivostok. Oh. It's a tasty? It's a spicy? Later spice. Cool. Спасибо! Kamsahamnida. Друзья, я сколько раз был в Корее, ни разу не пробовал эти куриные лапки, потому что мне казалось, что это что-то не очень вкусное. Но пересмотрев кучу дорам и корейских фильмов и видя, как мои любимые актеры их едят просто за обе щеки, я решил, что я обязан их попробовать. Это не мерзко. Это вкусно. Это остро. Есть ощущение, что я жую хрящи. Но, судя по тому, что это лапки, наверное, это все-таки есть хрящи. Блин, я вижу вот эту вот пупырчатую, не, наверное, не пупырчатую, просто вот эту вот кожу, которую много раз видел на куриных лапках. И это так необычно, что я это ем. Мне кажется, это под пиво очень хорошо зайдет. Друзья, по вкусу это очень сильно напоминает корейское куриное барбекю. Что-то вроде такальби, но только с очень сильным вкусом дымка. И я прям рекомендую, если не думать о том, что это куриные лапы, на вкус это просто очень вкусные хрящи, которые отлично подойдут к пиву. Как закуска, я теперь понимаю, почему корейцы их обожают. Это стоит недешево, 10 000 вон, на наши деньги это 700 рублей, но поверьте, оно того стоит. Конечно, на рынке вы так же, как и манду, найдете их дешевле, я думаю, в раза полтора. Но, тем не менее, если вы в таком туристическом месте, как Мьондон, вы обязаны попробовать. Потому что, наверное, вы такое попробуете, нечто похожее, ну, наверное, только в Китае. Говорят, в Китае их тоже любят. Я, кстати, вспомнил, с чем это еще можно сравнить. Знаете, жареные куриные шкурки. Все самое вкусное в курице. Помните серию Саус Парка, когда Картман съел все куриные шкурки с курицы KFC, и на него все друзья обиделись, потому что он съел самое вкусное. Вот это нечто похожее, только с хрящами. Блин, это вкусно, это must have. Я рекомендую. Я понимаю, что, наверное, не самое удачное сравнение. Многие, наверное, как раз-таки кожу куриную снимают. Но я, например, люблю. Рекомендую. О, смотри, какая штука. Пойдем, меня нарисуют. Интересно, какой я получусь. Камсамнida. Ну как, друзья, похож? Ставьте 30 000 лайков, я поставлю себе на аватарку где-нибудь в соцсетях. Мне нравится. Oh, thank you, video 5,000!
So much. Да. Yes, thank you. Друзья, есть стейк на улице, это, наверное, не совсем хорошая идея, но этот мужчина там устраивал такое просто фаер-шоу, и он такой очень артистичный, харизматичный, очень выглядит круто, я просто не смог пройти мимо. Ну и давайте попробуем этот стейк, он очень мраморный, его он готовит достаточно правильно и хорошо, и я прям, если честно, в предвкушении. Пахнет вкусно. Здесь все пахнет вкусно, ребята. Очень сочно. По вкусу чувствуется, что эта говядина супер мраморная. Друзья, здесь прожарка медиум, и она прям очень правильная, очень классная. Блин, это один из лучших стейков, которые я ел, несмотря на то, что его готовят на улице. Блин, это прям вкусно, это прям невероятно. А еще мне положили здесь ростки сои, их тоже зажаривают, немножко поливают соусом. И это придает сочности. Ты как бы ешь мясо и не в сухомятку. Единственное, что мне не хватает соли, я когда ем стейк, я привык, что мне подают такие, знаете, небольшие тарелочки с солью и с черным перцем. Я их туда немножко макаю и ем. Там есть соусы, можно ими полить, там есть стандартный барбекю соус, а есть соус для стейка. И этот соус тоже очень правильный. Блин, вот это, блин, must have. Я скажу честно, я впервые вижу именно стейк в качестве уличной еды. И, блин, сама подача, вкус, само мясо, качество. Блин, это очень вкусно. Стоит это недешево, 15 тысяч вон. Это дешевле, чем лобстер, но это вкуснее, чем лобстер. Поверьте, это стоит своих денег. Если вы пойдете в ресторан, который специализируется здесь на стейках, вы заплатите чуточку дороже. Но и там, наверное, будет кусок мяса побольше. Но, блин, если хотите стейк, не думайте, что здесь он какой-то херовый и его не надо покупать. Обязательно попробуйте. Особенно, если у вас все-таки есть лишняя денежка, так скажем. Рекомендую. Это теперь мой любимый стритфуд на Мёндоне. Друзья, я уже практически наелся, и поэтому видео подходит к концу, но последнее, что я попробую, это будет чуррос. Чуррос — это, насколько знаю, испанский десерт. Но здесь в Корее он очень популярен. И я буду есть не обычный чуррос, а из печенек Орео. Друзья, на мой взгляд, это отличное завершение сегодняшнего вкусного приключения. Я скажу так, я не первый раз пробую чуррос, но из Орео я пробую впервые. У меня нет завышенных ожиданий, но выглядит это вкусно. Знаете, я не ощущаю здесь прям такой ярко выраженный вкус вот этих печенек Орео. Я Орео ел много раз, я думаю, вы тоже. Это просто вкусный шоколадный чуррос. Здесь достаточно много сахара сверху, поэтому имейте в виду, если вы особенно на диете. Но, думаю, побаловать себя иногда можно. На мой взгляд, они отлично будут сочетаться с чашкой капучино. Если вы на ходу пьете кофе, и хотите перекусить чем-то, то это отличный вариант, потому что как раз таки с чашечкой капучино либо латте это будет прям отличным дополнением. Я за этот чуррос отдал 4500 вон, это примерно 450 рублей. И эта цена явно завышенная, потому что здесь на улицах Сеула вы можете купить чуррос, и не только на улицах Сеула, но и в каких-нибудь кафе, где подают десерты, вы можете купить чуррос за 2500 вон. Причем, скорее всего, их будет 2, а не одна палочка. Поэтому, если вам интересно попробовать какие чуррос из Орео, то можно и потратиться. Но, поверьте мне, это обычный шоколадный чуррос. Друзья, я попробовал сегодня 8 видов уличной еды Кореи, и поверьте мне, я попробовал не все. Есть еще очень много всяких шашлычков, морепродуктов, необычных видов токпоки и многое-многое другое. Поэтому, если хотите увидеть продолжение, обязательно ставьте лайки, я сниму это видео. Итак, что мне понравилось больше всего? Топ-3. На первом месте будет стейк. Да, друзья, вы не ослышались. Несмотря на то, что это не совсем уличная еда, несмотря на то, что он дорогой, он потрясающий. Я уверен, вам он понравится, поэтому обязательно попробуйте, вы точно останетесь в восторге. Второе место, это будет сырная монетка.
Да, она очень сочная, в ней очень много сыра, она очень вкусная и она очень сытная. Поэтому, если вы просто пришли погулять здесь и хотите перекусить чем-то очень вкусным, то рекомендую сырную монетку. И третье место — это такояки. Да, друзья, это не совсем корейская уличная еда, это японское блюдо, но здесь оно продается практически везде, и оно очень вкусное. Само сочетание вот этого вафельного теста со осьминогом внутри, с майонезным соусом, в котором есть васаби и посыпанное копченым тунцом, стружкой тунца. Блин, это гениальное сочетание. Я не понимаю, почему я раньше его не пробовал. В общем, вы точно не останетесь равнодушными. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Но я напоминаю, что с вами был, как обычно, Денис Ким. Спасибо большое за просмотр и увидимся в новых роликах. Всем пока!